Встречаем на льду участников первой группы. Роман Хамзин, Санкт-Петербург. Глеб Ковтун, Тюменская область. Илья Мальков, Республика Татарстан. Артем Федотов, Москва. Александр Симков, Санкт-Петербург. Илья Скалиуллин, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительный вид финала Гран-при среди юниоров. Произвольная программа у парней. 12 человек совершенно потрясающей физической формы и артистических устремлений сейчас нам покажут свои произвольные программы, каждая из которых наверняка вызовет у определенной группы зрителей свой отклик, потому что каждая программа рассчитана на какую-то целевую аудиторию. Эта целевая аудитория следит каждый за своим любимым спортсменом, за всеми его взлетами и падениями. Если он выступает в первой группе участников, у него что-то не получилось, они его поддерживают и ждут следующих взлетов. Благодаря этому каждый спортсмен получает такую довольно-таки весомую долю любви. Ну и, конечно же, от нас, от комментаторов Первого канала, Василия Соловьева, Анны Щербаковой и Михаила Калиды, все получат по максимуму уважения и такого профессионального отношения. Потому что уж кто-кто, а вы-то точно знаете, чего стоило этим ребятам, чтобы добраться до сегодняшнего льда. Да, это правда. Всем еще раз здравствуйте, добрый день, дорогие зрители. Хочется еще добавить в ваши слова, Василий, что мы не только профессионально все это разбираем, смотрим, комментируем, но и отправляем лучики позитива, добра. И, может быть, глядя на нас, спортсмены тоже таким образом заряжаются. Потому что на соревнованиях девушек, я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что те девушки, которые смотрели, они получали от нас такой позитив, и у них все как-то сегодня удачно складывалось. Нам просто очень хочется чувствовать себя причастными к успеху фигуристов на льду. Всем привет, дорогие друзья! Очень радостно, что и произвольную программу мальчиков будем смотреть вместе с вами. Вот еще раз смотрю на лед и понимаю, что финал Гран-при — это все-таки вот соревнования, где действительно сильнейшие собрались, потому что абсолютно каждый участник силен и может показать очень достойные результаты. И даже вот здесь есть ребята, которые, я уверена, смогут нас удивить и побороться за самые высокие позиции. Ну, Михаил известен тем, что не только эмоции он отправляет участникам, но и как на чемпионате России Семен Соловьев еще и отправил какие-то прямо советы прямо с комментаторской позиции, взглядом и жестом, что он сразу на них откликнулся. Было же такое? Это началось еще с этапа Гран-при в Москве на ЦСКА-арене. И потом уже Артур Гачинский сказал, на кого ты там все смотрел. Да, это было в Москве. Да. Ну что ж, приятные воспоминания об этом замечательнейшем сезоне, который подходит к своему завершению. И вот она, логическая точка серии Гран-при, финал, в финале которого принимают участие 12 замечательных парней, 6 из которых сейчас в группе номер 1. Первым будет кататься Роман Хамзин. Множество элементов ультра-си мы сегодня увидим. Четверные прыжки. Прямо с самого начала Роман Хамзин будет исполнять четверной сальхов, четверной тулуп. Сам по себе Роман парень очень тоже вдумчивый и тщательно относящийся и к своим программам, и к катанию. И профессор Алексей Николаевич Мишин относится к своим ученикам таким образом, что вот в соцсетях можно даже найти фотографии, где в театре, например, Алексей Николаевич и Рома, да, находятся на каком-то спектакле. Тренирует Романа Татьяна Николаевна Мишина и Владислав Сизганов. Вслед за ним будет кататься Глеб Ковтун, спортсмен, родившийся в Кургане. Как уже было сказано, очень здорово выступил на первенстве. Третье место, прибавил к своим результатам 20 баллов. Но вот, к сожалению, на этих соревнованиях в короткой программе так неожиданно вылетел
во вторую десятку, и это, конечно, очень грустно, потому что Глеб Ковтун — это великолепная работа для любого региона, а для Тюмени, ну, это просто чудо. То, что такой спортсмен вот оттуда показывает такие сумасшедшие результаты. Илья Мальков будет кататься вслед за ним. Илья одаренный спортсмен и с артистической стороны в том числе, выступает за Казань. Вслед за ним Артем Федотов, ученик Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза. Единственный, кстати, в этой разминке, кто не заявлял каких-то четверных. Александр Семков, ученик Евгения Рукавицына. И в завершении Ильяс Халиуллин, ученик Ольги Арбузовой. Вы ее тоже видели на экранах. Прекрасный тренер, которая, ну вот, так же, как и многие тренеры в 90-х, в начале 2000-х, пережила такой вот специфический период, когда после завершения спортивной карьеры уехал на шоу в Латинскую Америку, потом приехал сюда, стала аудитором, занималась такой пиар-работой, консалтингом, и потом ей предложили поработать на коммерческом катке, она начала совмещать и постепенно поняла, что вот все-таки любовь-то она все равно здесь, на льду, и вернулась, причем не в пользу денег, что называется, на тот период, но сейчас такие замечательные спортсмены у Ольги Арбузовой, как вот Ильяс Халиуллин, что, ну, потрясающая радость для тренера. И, кстати, радость у нее и как у мамы, потому что у нее сын тоже занимается фигурным катанием, но она его уже не сама тренирует, а он тренируется у Людмилы Гафаровой. Вот она жизнь, вот оно все то, что происходит здесь. Люди, которые неравнодушны. Именно поэтому они добиваются таких успехов, таких результатов. Именно поэтому мы с таким интересом смотрим за тем, что происходит на льду. Трагедия мести, чести и загробной жизни в произвольной программе Романа Хамзина на музыку из фильма «Гладиатор». Да, сезон заканчивается. После этапов Гран-при результаты пошли наперекосяк, но надо выдохнуть и с новыми силами, свежей головой ринуться в новую атаку. Вы еще вспомните Максимуса Деция Меридия.
Молодец, молодец сегодня Роман Хамзин. Практически все выполнил, что было поставлено в эту программу, на этот произвольный прокат. Можно наконец-то выдохнуть. Закончились эти соревнования и немножечко прийти в себя, ну и как-то начать заново, да, собирать свое юношеское тело. Ну, посмотрите, какая поддержка у мощнейшая. Ромы. Сегодня присутствует Евгений Семененко, старший товарищ, тоже гладиатор, кстати, в произвольной программе. Пока со всеми обнимешься. Да, сегодня 5 человек стояло за бортиком и пристально наблюдала за прокатом Ромы Хамзина. Так что такая очень сильная поддержка у него была. И я думаю, что это определенно помогало Роме, потому что сегодня очень достойный прокат произвольной программы. Он показал 2 четверных прыжка, были выполнены в начале программы очень уверенно. Тройной аксель немножечко подкачал. Думаю, сейчас как раз мы его увидим. Чуть-чуть не дотолкнулся он в прыжок и немного не докрутил. Из-за этого степ-аут на прыжке. Но дальше, собственно, так же уверенно, как начал, и докатал свою программу. Он сегодня сражался как настоящий гладиатор. Было видно, что ему трудно, что он борется и со своими внутренними какими-то демонами, и с тем, что у ребят была утром тренировка прям рано, если смотреть по московскому времени. Открывать соревнования, безусловно, тяжело, но Рома сегодня с этим справился. Сейчас можно действительно вот выдохнуть, проанализировать ситуацию, вообще весь сезон, как и все это проходило, и дальше с новыми силами работать и никогда не опускать руки. Ну и мы, конечно же, находимся на связи с этим прекрасным тренерским коллективом и всегда обмениваемся информацией. То есть все это мы озвучивали и с тобой, Аня, на первенстве, да, и какие вещи сопутствуют, а какие мешают там, развитию сезона у Романа Хамзина. Ну, в конце концов, еще раз вспомним, что этапы серии Гран-при начинались очень даже задорно у него в этом сезоне и показывал интересное катание. Ну вот, тяжело было дотянуть этот пубертатный сезон до конца, но сейчас на хорошей высокой ноте он свое катание и свой сезон завершил. Большой молодец. Поздравляем. 143,12 балла. Сумма за 2 программы 209,50. Надо сделать, чтобы мог больше. И все в порядке будет. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается... Совершенно потрясающей чистоты пения трио «Иль Воло», что переводится как «полет». Песня о любви, звучащая с тройным напором. Глеб Ковтун буквально парит под эту композицию, это правда. Очень вдохновляет. Забыть про короткую, начать жизнь заново. Такой план на сегодня. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole, sole, pedale, e si fanno scritte che tu puoi cambiare senza più timore, te lo voglio urlare questo grande amore, solo amore. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore.
Очень мужественное, очень атлетичное катание. Глеб Ковтун, да, не идеально и сегодня, но, тем не менее, это катание очень зрелое и очень такое весомое, существенное. Глеб очень нравится своим настроем на соревновании. Видно всегда, что он оставляет всего себя на льду и в каждый прыжок вкладывается изо всех сил, в каждое движение и всегда программы на максимум катает. Но вот не покидало ощущение, что он выходил на пик формы к первенству России, где прям такая звенящая была форма и короткая произвольная программа блестяще ему удались. Ну и здесь уже, мне кажется, немножко на спад пошла физическая как раз-таки форма, но при этом всем очень достойный прокат показывал. И видно было, что под конец сил уже нет, но боролся за каждый элемент, старался по минимуму ошибок допускать. Да, действительно, начал программу достаточно неплохо, хоть и с ошибкой на четверном сальхове, там чуть-чуть был, мне показалось, недокрут. Почему, собственно, так произошло? Потому что, когда он начал делать вот эту ридбергеровую тройку перед самим прыжком, он это сделал без определенной паузы, которая должна быть. И именно из-за этого он не поймал того удобства, и, собственно, такая ошибка у него на сальхове получилась. Дальше 4-3 вообще без всяких вопросов, просто пошел спокойно, потому что, видимо, как-то, можно сказать, пришел в себя после первой ошибки. Тройной аксель, тройной тулуп, хороший, вращение. Во второй части тройной аксель с двумя двойными акселями, прям перед нашей комментаторской позицией, были сделаны замечательно. А вот здесь на двойном луце вместо тройного он пошел и сделал. Чуть-чуть не хватило ему остроты ощущений. То есть было видно, что как будто его волна начинает накрывать вот этой усталости, и он уже не может поймать вот эти тонкие ощущения для того, чтобы сделать этот сложнейший тройной прыжок. Ну, один из сложнейших. Дальше Ридбергер он уже просто на морально-волевых пошел, сделал. И в финальных вращениях тоже старался как мог. Но вот сегодня было так не на разрыв аорты, а просто был хороший рабочий такой прокат. Ну, конец сезона. У всех это все по-разному бывает, поэтому пожелаем Глебу удачи и успехов в взрослых соревнованиях. Ну и чтобы все складывалось так, как он и планировал. 224,79. Остается он впереди Романа Хамзина, занимает сейчас первую строчку. 224 балла. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Илья Мальков катается под музыку известного композитора электронной и кинематографической музыки Габриэля Сабана. Трек Creative Minds о творческом импульсе и прорыве инноваций, о силе человеческого воображения.
очень разволновал своим катанием зрителей на этом стадионе. Никто не остался равнодушным. Я прямо слышал, мы слышали, как все вздыхали, ахали, охали, ой, давай еще. И, конечно, это особое свойство человека, вот не оставлять людей, я имею в виду человека, фигуриста, не оставлять вокруг равнодушных к своему выступлению. Ну, наши ребята вообще, в принципе, не могут оставить всех равнодушными, потому что мы и плачем, и радуемся вместе с ребятами. Но сегодня Илья действительно на таких качелях нас прокатил. Начал вообще замечательно, с высоченного тройного акселя, потом четверной тулуп падения. И вот сейчас мы посмотрим, что, собственно, и произошло на этом тулупе. Аксель был шикарный, он очень долго к нему ехал, готовился, все было четко сделано. Но в тулупе он пошел вообще не туда. То есть у него корпус пошел налево, хотя ему надо было оставить немножко как направо, а он пошел налево. Налево и вперед, мне еще показалось. Затем Сальхов сделал четкий, судьи оценили практически 2 балла надбавки ему дали, но затем четверной тулуп во второй части программы он его сделал, и он получит за него очень мало, так как он не прибавил каскад, и он идет как на репит, на повтор. С каскадами вообще были сложности в этой программе. Вообще непростой был прокат. И борьба, с которой вот Илья заходил на эти элементы, читалась. Вот мы видим тулуп, тяжелое приземление. И, может быть, можно было попробовать хотя бы двойной туда добавить. Но мне кажется, что уже тоже во второй половине Илью немножко силы начали покидать. Очень он так вкладывался во все заходы. И вот здесь просто вот за воздух уже цеплялся. Это очень тяжело удержать баланс, когда ты находишься на одной ноге и практически на пятке, вес тела уходит назад, там цепляться не за что, но ты пытаешься удержаться. Это, конечно, тоже отнимает все очень много сил, энергии, но даже после такого все равно на 2 заключительных прыжках в программе добавил каскады, сделал 3-3 флип-тулуп, Луцолер Сальхов, так что из последнего вот каждую сотую старался выгрызать как мог. Но видим мы, что к концу сезона все-таки вот у ребят, которые от старта к старту множество четверных прыжков прыгают, бывает такое, что вот уже форма как бы не звенящая к концу сезона, силы немножко покидают. Ну, это опыт. Опыт так и набирается, что ты где-то чуть лучше чувствуешь себя, выступаешь хорошо, где-то чуть хуже. Потом приезжаешь домой, делаешь анализ, исправляешь ошибки и все-таки движешься вперед со своими тренерами. Ну, интересная работа, тем не менее, ведется, да, в Казани. И когда этап Гран-при там был, то такие были праздники казанские. Много оттуда спортсменов каких-то появляется интересных. Потом переезжает в Москву, как Дина Хуснутдинова. Ну, прям большие молодцы. И Илья, конечно, тоже молодец. Но вот сегодня пропускает вперед Глеба Ковтуна и пока занимает 2-ю строчку. В произвольном выступлении Артема Федотова инструментальная фламенко-композиция «Поэт на ветру» испанского гитариста Висента Амиго. Не знаю, как там на ветру ведет себя поэт, но Артему никакой ветер не страшен. Настолько крепко он стоит на ногах.
Артем Федотов. Вот с таким бы спокойствием, да, добавить бы немножечко того, что позволило бы соревноваться, и было бы вообще замечательно. Ну, удивил нас, удивил тренера, удивил. Я думаю, что реакция Сергея Викторовича Тудакова будет отражена в замедленных повторах на кульбиты Артема. Ну, что тут скажешь? Есть такое, что, может быть, Артему вообще не очень интересно вот соревноваться? Что вот с настроением у парня? Или как? Не, ну, конечно, после такого первого элемента, где скорее такой был вместо четверного Сальхова исполнен смертельный трюк с замахом на сальто. Давайте посмотрим сейчас. Раскрылся, сделал бабочку и дальше, ну, колесо, да, практически. Ну, будем надеяться, что сильно не ушибся. Но, конечно, после такого нелегко продолжать программу. И плюс Артем пошел на усложнение. И дальше, после этого, вот что меня удивило, пошел на этот четверной Сальхов еще раз. И постарался все равно сделать. Ну, это было бы его. Но вот все-таки, вот вы как специалисты, как сами спортсмены, чувствуется какая-то спортивная злость в Артеме? Или ее нужно как-то культивировать? Спортивная злость есть. Определенно точно, не только у Артема, но и вообще у всех спортсменов. Такое иногда случается. И хочется пожелать Артему удачи, потому что такие моменты, их тоже нужно переживать. И на самом деле лучше здесь и сейчас произошел такой прокат, чем, например, на взрослом чемпионате России. Тем более это абсолютно объяснимо, потому что до этого Артем, как вы говорили, четверных прыжков не заявлял. Он катался с тройным акселем, и это был самый сложный прыжок в его программе. И с этим набором он уверенно справлялся, и поэтому решили все-таки вот под конец сезона сделать шаг вперед и, возможно, пойти на этот риск с четверным Сальховым, хотя, наверное, этот прыжок еще не настолько стабилен, да, чтобы его уверенно исполнять. Но все равно нужно было посмотреть, а как это вот в соревновательной атмосфере работает. Посмотрели, теперь будут знать, куда двигаться, над чем работать, и в каком направлении. Все-таки самый юный участник данных соревнований, поэтому правда. все бывает. И лучше действительно вот сейчас пройти это, чем потом во взрослом возрасте. 189,68. Артем Федотов на 20 баллов отстает в общей сложности от Романа Хамзина и занимает последнюю строчку в этих соревнованиях. Произвольной программы. На лед приглашается «Для тебя я буду Александр жить, и любовь победит», Санкт-Петербург. поет американский баритон-полиглот Джош Гробан. Фигурист из Питера Александр Симков очень элегантен в этой программе на Гран-при в Красноярске. Программа звучала чрезвычайно убедительно, но это было начало сезона. Vuole soltanto per te vivrò con te mille giorni di felicità, mille notti di serenità, farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già il futuro lo sai, dimmi che questo non finirà mai senza di te. Non voglio esistere per te vivrò l'amore
senza di te. Tutto quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che Буквально под визги поклонниц Александр Симков исполнял эту программу. Каждый прыжок вызывал эмоциональный прилив у публики в этой произвольной программе. Видим Вот мы, еще бы что... второй бы четверной бы еще получился. И Да, вообще но было бы мы видим, здорово. что Александр всего себя на льду оставил, что вот сейчас уже как будто даже на поклон никаких сил не осталось, потому что даже в конце, вот уже после всех прыжковых элементов, было видно, что в дорожке, хорео дорожки, он прям вот все уже какие силы у него остались, все старался вложить туда. Все-таки конец сезона, и, наверное, уже хотел напоследок эту программу вот прям изо всех сил откатать и все силы оставить на льду. Но это, Удалось. да, заслуживает уважения. Да, действительно, под конец сезона Саша всего себя оставил, особенно на хореодорожке. И как-то начал-то он замечательно. 4-3, тулуп. Затем еще одна попытка четверного тулупа. Но вот программа при этом, при наличии падения с четверного, второго прыжка, не рассыпалась. Он как-то вот все спокойно, ровно это все делал, шаг за шагом, элемент за элементом. Два тройных акселя замечательных сделал. Один в первой половине программы, один во второй половине программы. Оба в каскадах исполнены. Уже не первый раз он проявляет себя именно так, что даже какое-то сильное падение его не сбивает. На Гран-при так было, что мы шахнули после первого падения, с первого прыжка, а дальше он встал и хорошо докатал свою программу, справился с элементами, тот же прыжок еще раз повторил, так что его это не сбивает. Это очень хорошие такие бойцовские качества. Хотя вот, кстати говоря, тройной аксель Оллер, тройной Сальков в первой половине программы мне он показался неудобный. То есть он выехал, и у него ось начала смещаться как бы влево. Но все равно постарался, вытянул, сделал. То есть как бы он как стойкий оловянный солдатик такой. Прям вот нет, я сделаю, пошел и сделал. Да, это было очень эффектно. Программа зашла. Ну, если мне не изменяет память, второй сезон же Александр эту программу делает. И она у него максимально вкатанная, и он ее с большим За чувством исполнение катает. произвольной программы Александр Симков набирает 146,94 балла. Второе место у него как в произвольной программе. 24 Вслед за Глебом Ковтуном, так и по сумме двух программ, представляете, ровно 55 сотых он проиграл Глебу, и Глеб по-прежнему остается на вершине турнирной таблицы. А в завершении первой группы участников на льду Ильяс Халиуллин. «Не могу не влюбиться», пел сам Элвис Пресли. Причем, любопытно, мелодию Элвис сам заимствовал из творчества французского композитора 18 века. Ну, а теперь уже Пресли классик. Будем перепевать, перетанцовывать Ильяс Халиуллин в современной вариации этого хита. looking for trouble, came to the right place. Looking for trouble, look right in my face. I was born standing up, talking back. My daddy was a beat out, exactly what I need. My
Красавчик, молодчинка, такая зажигалка. Прям замечательно. И какой бойцовский парень абсолютно. Невозможно без улыбки смотреть на этот прокат Ильяса, на эту произвольную программу. Мне кажется, был бы приз зрительских симпатий, можно было бы смело отдавать его Ильясу. И насколько он перевоплощается, когда катается, вот прям настоящий артист, при этом с таким бойцовским характером. Так и быть. Мы, значит, отдаем приз зрительских симпатий, по крайней мере наших. Ильязу отправляется в Казань. Действительно классный прокат с настроением и с таким с бойцовским характером. То есть, когда он выезжал в прыжки рядом с нашей комментаторской позицией, было видно, как у него такая буря эмоций в глазах, и он прям такой заряженный шел и боролся до самого последнего. То есть у него были ошибки, но он вот по-настоящему работал как истинный атлет. Да, это правда, потому что с каскадами не все легко удавалось. Вот здесь мы видим первый четверной тулуп должен был быть в каскаде с тройным тулупом, но из-за не самого удачного выезда сделал его сольным. Соответственно, дальше во второй половине программы пришлось цеплять каскад к тулупу. Я думаю, сейчас нам покажут, насколько там была борьба, потому что тоже опять не самый удачный выезд, но он знал, что во что бы то ни стало нужно делать каскад, но и здесь невозможно не обратить внимание. Шикарный Бильман, вот тот самый тулуп. И вот здесь не подставил вторую ногу, остался на одной ноге, пошел двойной аксель добавлять. Вот прям цеплялся за все, и все равно у него до последнего оставался один каскад недоделанный, и он прям на последнем прыжке добавил тройной тулуп, сделал каскад из тройного луца и тройного тулупа, так что в голове его держал до последнего, не расслаблялся. Ну и, конечно, помимо технической стороны, вот Бильман, который мы уже отметили в спирали, он был выполнен также и во вращении, и в обратную сторону. И дважды даже во вращениях. Это здорово, потому что, ну, видим, у парня огромный потенциал как хореографический, всесторонний, абсолютно. Да, так и прыжковый. То есть, это, если он продолжит работать,
будет очень серьезный соперник нашим взрослым одиночникам. А вот когда повтор сейчас был в вращении, ты ахнул по поводу обратного Бильмана. Потому что чаще, Что такое обратный? чаще ребята делают с правой ноги Бильман. Ребята А вообще он- не часто делают бильман, начнем с этого. Девчонки. Он начал делать на правой ноге, вращаясь на правой ноге, левую ногу поднимать. То есть это прям редкость. И он впереди на 1,5 балла опережает Глеба Ковтуна в произвольной программе и на 8 баллов по сумме 2 программ. Большой молодец. Ильяс Халиуллин. Поздравления Ольге Арбузовой, Алине Алексеевой и Федерации фигурного катания Татарстана. Встречаем на льду участников второй группы. Арсений Федотов, Москва. Герман Ленков, Санкт-Петербург. Макар Солодников, Пермский край. Алдар Самбуев, Москва. Марк Люкин, Москва. Лев Лазарев, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительный эмоциональный всплеск на турнире. Финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Произвольная программа у парней. Это финальный вид. И вот она, вторая группа участников, которая вчера нас, конечно, одновременно и порадовала, и удивила то, как распределились места. Первым будет кататься Арсений Федотов. То, что он не на вершине, конечно, был большой сюрприз, потому что Арсения все рассматривали и специалисты, и поклонники, как одного из претендентов на победу исключительно. Но в короткой программе, вы знаете, цена каждой ошибки чрезвычайно высока, поэтому из-за той помарки Арсений улетел на 6-е место. Сейчас будет возвращаться этот уникальный совершенно спортсмен и с артистической точки зрения, ну и с технической. Вслед за ним будет кататься Герман Ленков. По его собственному признанию, он на коньках с 1,5 лет. Да, мама отвела его в Парк Победы на каток, и с тех самых пор он больше со льдом не расставался. А еще говорят, что в 4 уже поздно ходить. Но это в секцию. Ну, конечно, это немного юмор. Все-таки парковое катание — это парковое катание. Но любить вот этот вот вид спорта его можно начинать практически в любом возрасте. Герман Ленков тренируется в группе Алексея Николаевича Мишина, Татьяна Николаевна Мишина, Владислав Сизганов и Евгений Семененко как подкрепление, я думаю, и эмоциональное, и техническое в том числе. Ну, я не знаю, Евгений, он, по-моему, врачом собирается стать, да, он Да, тренером не собирается хочет стать врачом, но быть. сегодня он решил просто поддержать своих младших товарищей по Ну, команде. поддержать. Ну, вот Лиза Туктамышева, она становится тренером. И Алексей Николаевич с большим чувством рассказывает, вот, как она учится. И это, У вот, Лизы делает, Туктамышевой и образование движется тренерское, вперед. Да. а у Евгения все-таки медицинское. Ну, прям вот совсем не хочет тренером быть, да? Это надо его спросить. Хорошо, спрошу обязательно. Вслед за Германом Ленковым будет кататься Макар Солодников, пермский спортсмен, когда-то выбравший между футболом и фигурным катанием. В какой-то мере мама повлияла и похвала. Ну, а что, даже в Перми мальчиков на катках очень сильно не хватает. Тренирует его Екатерина Борисовна Патласова и Алексей Гловацких. Алдар Самбуев — это уже 3-е место после короткой программы. Ну, от короткой программы Алдара мы ничего другого и не ждали. Посмотрим, как в произвольной этот спортсмен выступит на этом турнире. Обещает прыгнуть четверной флип в своей произвольной программе. Тоже
вспоминая про детство, конечно же, дедушка привел для укрепления здоровья Алдара на каток в Санкт-Петербурге. Все для укрепления здоровья. Марк Лукин, второе место после короткой программы. У этого фигуриста отец занимался легкой атлетикой и привил сыну любовь к спорту. Брат занимается боксом. Сам Марк Лукин чрезвычайно спортивный молодой человек. Здесь он самый взрослый, самый, можно сказать, атлетичный. И хорошо вошел в форму, наконец-то, к завершению сезона. Не просто этот сезон складывался, но вот он буквально выстрелил в короткой программе. Это было замечательное катание под руководством его великолепного тренера Виктории Буцаевой. Также в тренерском штабе Евгений Власов и Галина Ищенко. Ну и лидер Лев Лазарев. Лев Лазарев, кстати, начал кататься в Зеленограде у двукратного чемпиона мира среди юниоров и чемпиона СССР по танцам на льду Алексея Соловьева, который катался в паре с Еленой Ботановой. Ну а тот, в свою очередь, тренировался у Сергея Ческидова, многолетнего комментатора фигурного катания Гостелерадио. Да, был и такой тренер и комментатор Сергей Ческидов. В детстве ко мне приезжал переодетый Дедом Морозом и поздравлял меня с ним с Новым Какое годом. счастливое у вас детство, Василий. Я проследил вот эту вот цепочку сейчас от Льва Лазарева через его первого тренера и его тренера к себе. Здорово, просто здорово. Вы бы видели глаза Михаила Калиды сейчас. Прогулялись по обрывкам памяти Василия. Да. Но загорелся катанием Лев Лазарев, когда увидел Олимпиаду в Сочи. Его родители рассказывают, что вот мальчишка был такой разбитной и шебутной, но вот когда увидел игры и как там ребята катаются, вот просто загорелся и сконцентрировался исключительно на этом. Вот бывает же такое, что какое-то событие рождает для нас чемпиона. Здесь Лев был абсолютно собран в короткой программе, никаких не было вопросов. Что успели напрыгать на разминке? Много-много успели напрыгать, и ошибки тоже были. Пожелаем, конечно, чтобы все ошибки остались именно на 6-минутной разминке. Начнет прокат и Арсений Федотов, который вот только что размялся хорошо, успел только что коньки перешнуровать, так как, я думаю, ему все-таки непривычно выходить под первым стартовым номером на произвольную. Но надеемся, что пожелаем удачи, чтобы все получилось. Самые яркие, самые протестные и саркастические треки группы Depeche Mode в произвольной программе Арсения Федотова. Это «Shout», «Кричи» и «Personal Jesus», «Личный Иисус». Гнев и катарсис, призыв выплеснуть эмоции. Иногда даже нужно разозлиться на обстоятельства.
Арсений Федотов. Просто преклоняемся перед этим прокатом. Какой характер! Не получился тулуп и пошел предпоследним прыжком переделывать четверной прыжок, на котором была ошибка. Тем самым сделал он эти 4 четверных, которые были в заявке. Просто браво! А еще он отъехал после того, как закончил свою произвольную программу, посмотрел на большой куб, и сколько же у него там оценка за технику. Ничего себе. Слушайте, я за элемент 20 баллов, вот не помню, что был в этом сезоне у кого-то. То есть Ни у кого не во было. второй половине программы он исполнил четверной сальхов плюс 2 двойных акселя, и это умноженное на коэффициент второй половины программы плюс 3 балла от судей, получается 21 практически балл. Ну, просто шикарно. На самом деле Арсений очень опытный спортсмен, и это чувствуется вот буквально с первых тактов музыки. В этом году он пошел на усложнение, он добавил четверной Ридбергер. И вот сегодня вот он выходил с таким настроем, что я не готов отдавать ни сотой балла никому. Потому что вчера действительно была такая, ну, просто случайность, что вот не Случайность, да, он получился у сегодня него пошел и Ридбергер. четверной Ридбергер сделал. Вот сейчас посмотрим, давайте. Он сделал тулуп и прям руками потом разведет. Такой вопрос вообще, как здесь могла быть бабочка, потому что он понимал, что он готов его сделать, и он не просто поехал дальше с мыслями, что ну а мог бы сделать. Нет, он пошел и сделал. И это просто невероятно. Я прям в восхищении, потому что вот это действительно характер спортивный, и очень радостно, что Арсений после неудачного прошлого сезона в этом сезоне вот прям набирает, и это видно не только технически, это видно в горящих глазах, как он катает свои программы, что это вот снова вот этот азарт спортивный в нем играет, и это очень-очень круто, потому что Арсений невероятно талантливый спортсмен, и за ним, конечно, очень радостно наблюдать. Вот он сегодня выходил с холодной головой и с горящим сердцем, как говорил мне Алексей Николаевич Мишин. И сегодня, опять же, повторюсь, он опытный спортсмен, и он грамотно рассчитал свои силы. То есть это не просто было необдуманное решение, а вот пойду попробую переделать четверной. Нет, он четко понимал, что он его точно сделает. И пошел и сделал. Просто браво. И его оценка за технику 101, практически 102 балла, плюс 81 балл компонентов, 183 за произвольную программу, и в сумме 260 с лишним баллов получает сегодня Арсений Федотов. На лед приглашается Герман Ленков, Санкт-Петербург. Под танго смерти Егора Романенко катается в своей произвольной Герман Ленков. Трилогия «Свидетели». Мрачное, но не натуралистическое кино, где ужас показан через музыку и жест. Механизированное движение людей, попавших в систему террора. И Герман хорош в этой постановке, отдает всего себя.
Здорово. Здорово из трибун. Поддержка и восхищение. Те, кто видит эту программу, может быть, в первый раз реагируют, не остаются равнодушными. Ну, супер. Для Германа Ленкова этот прокат прям даже, ну, такой верх надежности был, кажется, сегодня. Да, сегодня действительно прокат выглядел гораздо надежней, чем на предыдущих соревнованиях. И ну, сегодня вот все было хорошо. То есть он вышел с таким настроем, что я не отдам ничего. Герман, в принципе, прекрасно себя в этом сезоне проявил. Очень стабильно, очень надежно, очень сложный контент выкатывал. И вот это такое закономерное завершение сезона. Но теперь нет возможности у Германа Ленкова отвертеться и не стоять в группе поддержки на катании Евгения Семененко. И у Ромы Хамзина тоже. Нет, ну просто сейчас настолько сработала эта поддержка Семененко. Ну и поддержка Жени Семененко сработала, и все-таки многодневный, многолетний труд дома в Санкт-Петербурге. Замечательно начал свою произвольную программу Герман с каскада 4-3 тулуп-тулуп, затем четверной тулуп. Судьи очень большие надбавки дают за каждый из первых трех прыжков, да, почти по 3 балла получает. Просто шикарно. За четверной Сальхов он получил плюс 2,91. То есть там совершенно сумасшедшие оценки. Единственный недокрут находят на комбинации тройной аксель и 2 двойных акселя. На акселе немножко ставят Q. Но то там он и недокрутик. поборолся. Такой был... Ну да, и касание рукой там было. Ну, то есть скажем не так, очень комфортный не был прыжок. брошенный каскад был. А все остальное замечательно. Тройной луз, тройной тулуп, тройной Сальхов, хорео, дорожка, финал. То есть все сегодня вот как-то... Вот программа зазвучала именно так, я так предполагаю, как она изначально и должна была звучать весь сезон. Но сегодня Герман справился. Хочется его похвалить, поддержать и пожелать успехов в дальнейшем, потому что, ну, это классно, это просто классно. Когда вот такие видишь неподдельные эмоции, сам включаешься и начинаешь сопереживать. Ставили эту программу Леонид Свириденко и Елизавета Новославская работала как хореограф группы. Конечно, огромная работа была проведена. И результат налицо. На данный момент 167 баллов в произвольной. Это 15 баллов отставания от Арсения Федотова. И второе место. И столько же примерно баллов отставания по сумме двух программ. Герман на втором месте вслед за Арсением. А на льду Макар Солодников. Рок-опера о личной жизни Моцарта. Почему-то кажется, что будь у Вольфганга физическая комплекция уровня Макара, то никаких проблем по жизни у него вообще не было бы. Сальери напущенный выстрел не подошел бы. Тем не менее, Макар отлично передает в программе напряжение той непростой судьбы гения.
Какие потрясающие соревнования у нас в мужском одиночном катании у юниоров. Просто потрясающие. А вторая группа разрывает абсолютно нас и эмоционально, и профессионально. Да, действительно, хочется поздравить Макара с очень достойным прокатом. И все сегодня как-то вот потихонечку от спортсмена к спортсмену, ближе все к финалу, мы все больше и больше включаемся, потому что спортсмены катают так, вот, что ты начинаешь верить. А когда катаются вот прямо от души и с полной отдачей, тогда ты сразу, да, начинаешь сопереживать спортсменам и тоже как будто бы вместе с ними проживать их программы, их взлеты, их падения. И поэтому, да, мы сейчас вот вместе со всеми мальчиками, конечно, все это проживаем. И Макар сегодня, да, молодец. И очень красивые у него прыжки, очень техничные, когда он их исполняет чисто. Они какие-то одновременно и мощные, и изящные. Вот я Красивые. не знаю, как это, да, Очень вот совмещает. красивые, да, прыжки у Он него. и с руками наверх прыгает, и при этом вот эта сила, мощь все равно чувствуется. Вы посмотрите, то есть прыжок одновременно такой изящный, но при этом с какой силой он выполнен. Вот единственное, за что можно немножко пожурить Макара, что надо было добавлять каскад к первому Сальхову, а не надеяться на второй, Но который при этом у стоит него во второй так, части да, но при программы. этом у него так стоит в заявке. То есть это все-таки не решение Макара в моменте было, но да, мы вот посмеем не согласиться с этим решением, потому что да, у него первый четверной Сальхов стоит сольным, а во второй половине каскад четверной Сальхов двойной тулуп. То есть это двойной тулуп во второй половине не то чтобы какие-то большие баллы принесет, это буквально минимальные, а при этом вот все-таки во второй половине, конечно, сил уже было не так много, и вот это приземление такое тяжелое, конечно, там уже каскад не сделать, и в итоге... Потому что он уже второй ногой там начал Да, касаться. и в итоге Сальхов уходит под репит, то есть без каскада, на понижение стоимости, и потери довольно-таки серьезные в баллах. Мы много и часто говорим вот о том, что каскад нужно делать, если есть возможность. первый уже сделал, уже лучше с на другой нем и стороны, делать. если бы он настроился на каскад, может быть, он у него и не получился бы. Или нужно решать прямо в тот момент, когда выехал, и прибавлять эти два оборота, которые Нет, не это, так-то безусловно, сложно надо с прибавить. тренером решать. И, конечно, у тренера может быть свое видение. Мы здесь исключительно свое мнение высказываем. Ну, может, наоборот, нужно вот, да, тренеру там действительно разгрузить Макара на старте программы и придать ему какую-то уверенность. Но в любом случае, это классная программа и классно сегодня сделанная. Макар Солодников просто молодец. Для исполнения произвольной На третьем программы месте он сейчас находится, а впереди катание еще 3 спортсменов, которые лидируют после короткой программы. Третий после короткой программы Алдар Самбуев. Легендарная кукушка Виктора Цоя в исполнении шамана в его произвольной программе. Если есть порох, то дай и огня. Алдар Самбуев готов к детонации ежесекундно, но взрыв должен быть направленным.
Взлеты и падения Алдара Самбуева. Конечно, падение в переносном смысле, но я имею в виду, сколько еще эмоциональных качелей нам здесь сегодня будут дарить спортсмены, да? Алдар, конечно, потрясающий спортсмен, вытаскивающий какие-то невероятные вещи в своем катании, но вот так поджала чуть-чуть губы его тренера Екатерина Моисеева. Могло быть чище. Да, конечно, всегда есть куда лучше, и прекрасно это понимает Екатерина Моисеева и Алдар Самбуев. Но, отвечая на ваш вопрос, Василий, сколько? Минимум еще 2 участников. Но сегодня программа действительно звучала ярко, мощно, и Алдар всегда умеет за какие-то такие струны потянуть, чтобы вот до глубины души достучаться. И сквозь хореографию у него это прекрасно получается. А также хочется поздравить Алдара с 4-м флипом, который вот сегодня не получался. Ну никак вообще на 6-минутной разминке, но в прокате в нужный момент, в нужном месте, что говорится, пошел и вытащил. Здорово. И какие шикарные 2 тройных акселя потом были. Особенно вот эта комбинация, ее хочется отдельно отметить. Тройной аксель с 2 руками наверх, двойной аксель с рукой наверх и двойной аксель обычный. Это очень интересная находка, которая вот прям цепляет тоже глаз. Очень, что даже в прыжках добавляет такой красоты и эстетичности, да, какой-то этой программе. Потому что программа замечательная, Алдар катается просто невероятно. У него определенно есть уже свой фирменный стиль, который он нам демонстрирует. И очень радостно, что сегодня вот и в технической части он прям заметно прибавил. Первая половина была замечательно исполнена. Во второй уже, конечно, было видно, что сил немножечко не хватает, что каскады уже только с двойными тулупами, и сами эти двойные тулупы не самым лучшим образом исполнены. Вот видим. Но, тем не менее, это все равно огромный шаг вперед. Так что будем надеяться, что и в технике Алдар будет прогрессировать. Будет определенно точно, и мы видим, что сохраняется тенденция к усложнению программы. Также он не забывает про вторую оценку, про презентацию, хореографию, про скольжение, про вращение. Все-таки хочется отметить, это один из немногих участников, кто сегодня вращался и влево, и вправо. Красавчик. И так быстро он включается эмоционально и хореографически в любые изменения в музыке. Просто ураган. И по произвольной программе он занимает 6-ю позицию. Уступает 5 баллов Ильясу Халиуллину. И на 5-м месте он по сумме 2 программ. А на льду, занимающий 2-е место после короткой программы, Марк Лукин. В его произвольной минималистичная композиция Филиппа Гласса с эволюцией музыкальных мотивов, повествующих о сложной трансформации.
Марк Лукин. Так вот, сейчас на наших глазах растворились чаяния о пьедестале в этих нескольких таких очень печальных ошибках в его катании. Тем не менее, Марк, конечно, большой молодец. То, как он выступил на этом турнире, это, безусловно, событие для него и шажок вперед. И, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно шажок во взрослое катание. Да, 100%, потому что действительно выходить на произвольную программу, зная, что у тебя есть все шансы остаться в тройке, это не то же самое, что, как, например, Арсений Федотов сегодня просто вышел абсолютно со спокойной душой, отработал и ушел. И сейчас находится на первом месте. Действительно классная программа, он ее катает с пониманием. Видим мы, что Марк относится к той категории спортсменов, у которого реберные прыжки идут чуть лучше, чем зубцовые. Четверной Сальхов прекрасный, четверной тулуп небольшой у него рассинхрон произошел в верхней части тела с нижней, поэтому такое как бы приземление было не очень уверенное. Затем тройной аксель, двойной тулуп, тоже почему-то аксель недокрученный. Хотя вчера и на разминке сегодня он тоже делал, и все было прекрасно. Может быть, немножко образ придавил его. Такое тоже случается. Но никуда не деться. Это спорт, это опыт. И вот такая ошибка на двойном акселе. Должен был быть тройной, но он сделал лишь двойной во второй части программы. Ну вот видно, что устал. Да, обидно, конечно, что не все удалось так же, как в короткой программе, но мне показалось, что дело не в том, что он как-то морально его это придавило, потому что вышел, явно было видно, что с начала программы боролся, и вот четверные делал, тройной аксель, как будто было видно, что просто с каждым следующим прыжком чуть меньше сил, чуть он становился медленнее, чуть тяжелее ехал, и вот каждый следующий прыжок вот уже как-то на убывание все шло, и мне кажется, что это все-таки больше как-то физически немножко он вот не хватило сил ему. Но такое бывает тоже и от морального состояния, конечно. Там можешь мысли какие-то Тебе лишние. показалось, что это больше физика. Мне больше показалось, что это психология. Потому что все-таки сезон тяжелый, сезон длинный. Как вот я говорил ранее, еще повторюсь. Все-таки сложно держать себя на пике такое большое количество важных соревнований. И все же еще раз отметим то, что это было яркое выступление, как и в короткой программе, так и сейчас. И на первенстве Марк был чрезвычайно хорош. Да, сегодня совершенно не то место, которое ожидалось, которое хотелось бы, но мы помним и видим, да, как человек движется вперед, как развивается как спортсмен, как фигурист. Итак, на данный момент лидирует Арсений Федотов. На втором месте Герман Ленков. И они уже точно на пьедестале, потому что остался только один участник. И это Лев Лазарев. Музыка корейского композитора Чон Джи Иля для сериала «Игра в кальмара». В общем-то, именно на работе композитора так держится настроение в этом популярном сериале. Такой микс детской и фатальной тем. Очень жестко. Прямо как в юниорском фигурном катании.
Вот уж точно, игра закончена. После такого проката, мне кажется, ни у кого никаких вопросов просто и быть не может. Это действительно чемпионское катание. Лева, мы тебя поздравляем. И это не просто чемпионский прокат, это, я бы сказала, чемпионский сезон для Льва Лазарева, потому что держать эту планку в начале сезона было 4 четверных, на главных стартах добавил еще и делал по 5 четверных. И из раза в раз выкатывать такой контент, мне сложно представить, кто еще мог бы справиться, особенно в таком еще все-таки юниорском возрасте. Это, конечно, просто гениально. Слов нет уже даже, как описать то, что мы вновь и вновь видим такие прокаты от Льва. Герой. Счастливый тренер чемпиона Сергей Давыдов. Кстати, недавно отметил, пару дней назад, день рождения, 2 марта у него. Поздравляем с такими потрясающими результатами. Четверной флип, стартовый прыжок сейчас на ваших экранах. Сделано. Здорово. Судьи оценивают на плюс 2,86. Что интересно, единственный небольшой недокрут за всю программу на каскаде 3-3 на тройном тулупе. Четверные прыжки, к ним вопросов не было. Их Лев настолько уверенно выполнил и настолько докручено. А четверной лут судьи вообще оценили 3,45. То есть это, в принципе, все оценки плюс 5. Но он действительно был такой, как вот на плюс 5. Почти 15 баллов за один прыжок он получил. А во второй половине программы 22 балла. Секвенция из четверного луца и 2 двойных акселей. 22 прямой балла. ответ Арсению Федотову, да, в таком же практически каскаде. Но там все-таки Арсений четверной сделал луц, сальхов. да, там А здесь луц. здесь по базовой стоимости этот Да, прыжок, поэтому конечно, и дороже. 22,5 балла, даже больше. Потрясающая дуэль этих двух И вот то, что мы спортсменов. говорим, что каскад лучше делать на первом прыжке, но Лев может себе позволить оставлять четверной луц на вторую половину программы, так еще и без возможности и права на ошибку, потому что это уже второй четверной луц за программой, его обязательно нужно делать в каскаде. И он, насколько я помню, вообще ни разу еще не ошибался. И вот в его случае это не риск, это абсолютно оправданно. Ну, это показывает совершенно сумасшедшую накатанность программы, потому что я даже боюсь представить, сколько раз за сезон он ее прокатал. Но если счет там на 1000 пойдет, то я, наверное, не совру. 112 по технике. Это просто космос. За исполнение Ну что, дорогие друзья, Лев Лазарев набирает поздравляем 193. Сергея Давыдова, поздравляем Льва Лазарева, Браво. всех, кто Наши работал аплодисменты. с этим спортсменом. Александра Кравцова, Виктория Бондаренко. Совершенно выдающийся сезон, правда, от старта к старту. Такая уверенность, и кто бы ни атаковал, и как бы это ни происходило, в этом сезоне совершенно уникальное достижение. А по сумме, посмотрите, мы удивлялись, когда Арсений получил 260 баллов и так качали головами. О, ничего себе! И сейчас мы видим почти 280 баллов у Льва Лазарева. Юниорское фигурное катание. Блестящее. Мы восхищены. Какое счастье, что мы работаем с вами на этом турнире и находимся в Челябинске. Боже, какое счастье! Да, действительно, это счастье видеть это все воочию, буквально в 10 сантиметрах от льда. У меня даже не осталось слов, мне кажется, после таких произвольных программ и у девочек, и у юношей. Спасибо каждому, кто радовал нас сегодня своими прокатами, своим характером бойцовским. И спасибо всем, кто смотрел сегодня вместе с нами эти соревнования. Спасибо, ребята. До встречи. Пока! Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров финала всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниоров
Победителем турнира стал Лев Лазарев, Москва. Второе место занял Арсений Федотов, Москва. На третьем месте Герман Ленков, Санкт-Петербург. Награждение победителя и призеров проводят рефери Светлана Кандыба и технический контролер Наталья Китаева. Награждается тренер победителя Сергей Давыдов. Фотография на память.